Привет. Buenas tardes. Да, мы вернулись. Сегодня поговорим о самих родах, как они проходили. Да, о том, как, собственно, происходил этот процесс, что было, главное, покажем госпиталь, где я рожала, чем кормили, как выглядят палаты и, в общем, все. Да, Поехали? Стоит начать с того, собственно говоря, с маленького рассказа о том, как все это происходило. Да? Да. Давай, начинай. Удивительное дело, но мой мозг реально стал очень избирательно все помнить, как-то все смешалось, все забылось, мы сейчас потратили минут 5 или 10 на то, чтобы вспомнить вообще последовательность событий. В общем, ночью я почувствовала, что что-то уже как-то все по-серьезки. Мы списались с переводчицей, сходили в госпиталь с утра, сделали мне КТГ, сказали, все bien, все классно, посмотрели раскрытие, сказали, что пробка там типа отходит, но транкило, ты еще вообще не рожаешь, это тренировочные схватки, вообще не парься. Я пошла домой, не парясь, но дома как-то мне было очень некомфортно, потому что у меня не было ощущения, что схватки тренировочные. Я даже в какой-то момент стала засекать на таймере, и в конце концов таймер стал говорить, пора в госпиталь, срочно, там уже каждые 5 минут. Ладно, мы вечером пошли снова в госпиталь. Благо, госпиталь находится от нашего дома всего в 5 минутах. Собственно, приходим мы в госпиталь. Я говорю, сделайте что-нибудь. Прошлой ночью я плохо спала, мало. Мне говорят, что все нормально, мне очень больно. Вообще, это всего лишь тренировочный. Вообще, как жить-то дальше? В общем, они такие посмотрели, опять КТГ, опять транкило, все нормально. Какое-то мне вкололи обезболивающее, что-то типа ножпы. И отправили домой, говорят, ты не рожаешь? Пробка отошла, если что, приходи, все нормально, все бьет, транкило. Кстати, помните, как эта милая женщина обняла нас, поцеловала, сказала, что все будет хорошо. В общем, приняла как родных. Это было очень мило. И все. На следующее утро, ночь я чуть-чуть поспала, а потом через какое-то время поняла, что все-таки надо идти в госпиталь. Снова написала переводчица, мы снова встретились. Меня посмотрели, сказали, раскрытие 5 сантиметров, ты остаешься в госпитале. Хотя к этому моменту я уже морально была готова, у меня больше сил не было уже никаких, я уже была морально готова на кесарево. С 4 сантиметров в госпиталях оставляют. До 4 сантиметров говорят, идите погуляйте. И, собственно, мы остались. Я, переводчица наша Аня и Саша. Палата дородовая, она родовая. Сейчас мы вам ее покажем. Да, вот. Вот. В общем, проводили мы там время весело, скакала на мячике. В какой-то момент меня даже покормили. Да, в отличие от нас. Вы могли сходить поесть, а меня бы не отпустили уже. Вот, поэтому меня покормили. В общем, ходили, проверяли периодически раскрытие, делали КТГ. И вот где-то с часов с 11 утра мы там провели до... час Х был, по-моему, в 6. Да, вроде в 6. Да, 6 и чем-то. врачи сказали, дорогуша, раскрытие у тебя уже 7-8, и оно никуда не двигается. Уже 3 часа как? Давай, либо стимуляция, прокол пузыря, окситоцинчик, или что-то надо делать. Кстати, нюанс. Мне предлагали сделать прокол пузыря еще сразу, только я пришла. То есть это еще было 11-12 часов. На что я сказала, нет, давайте не будем делать. Они сказали, вообще спокойно, то есть никаких принуждений, ничего такого не было, никакого давления. Сказали, хорошо, не хочешь, все, окей. И вот, собственно, они повторили свое классное предложение про окситоцин и проколы. Я подумала, а мне реально под вечер было вообще хорошо. Боль ушла, схваток не было, вообще просто идеально. Я бы еще денек-другой походила бы спокойно. Но меня уже никто не мог отпустить с таким большим раскрытием. И я сказала, давайте делать кесарево. Дальше было немножко страшно, когда меня переодели в операционную одежду, и отвезли уже в операционную, так посадили, чтобы сделать, вколоть анестезию. И вот в этот момент было немножко страшновато. Потом пришел доктор, спросил, какую музыку включить. Мне включили Шакиру. И веселенько под нее. А потом пришла переводчица. Кстати, да,
на операцию кесарева может остаться кто-то только все-таки один. Человека переодевают. В данном случае мы сделали выбор, что там, наверное, разумнее оставить переводчика, который будет переводить, что говорят врачи. Кстати, врачи некоторые говорили по-английски, я в чем-то понимала, но не все. Кто-то говорил только по-испански. Вот. Ну и все, веселенько под музычку мне достали нашего медвежоночка. Да. 4650 весом. 55 сантиметров. В общем, врачи потом сказали, что было очень правильное решение. Здесь вообще крупные плоды, крупных детей не очень любят естественным путем рожать. И очень часто предлагают. Но мы не знали вес, у нас давно не было УЗИ. В общем, для всех это был такой сюрпризик. И, скорее всего, родовая деятельность потому и остановилась, что он немножечко не пролазил. Вот. И он немножечко подостановился. Вот, мне его показали, я его поцеловала, потом его с папой отправили в НЕО на осмотр. Из-за того, что, опять же, он крупный, мы сделали все необходимые анализы, проверили еще на диабет. А меня отправили в палату. Все. Потом в палате мне его принесли. И дальше уже сколько? 3 дня мы провели в доме. На 3-й день нас выписали. И дня дальше мы уже... Ну, отдельно, наверное, стоит добавить про ночь первую. Да, первая ночь после кесарева — это непростое испытание. Нельзя говорить в идеале 12 часов, ну хотя бы 6. Нельзя вставать в 6 часов. При этом ребенок есть. Естественно, он будет хотеть есть, пить, точнее, молочко. Его нужно будет как-то поднимать. Ну, в общем, он будет требовать внимания. В моем госпитале практика какая? Если делается кесарево и женщина остается без сопровождающих, то ребенка оставляют на ночь в НЕО, на нем там заботятся врачи. Женщина на следующий день, когда уже приходит в себя, ей привозят ребенка и дальше начинает о нем заботиться. Со мной осталась наша переводчица Аня на ночь. И благодаря этому ребенок был сразу со мной, что, конечно же, для него это очень полезно, и для психики это большой плюс. Быть первые дни сразу же с родителями. Вот такая вот история. Угу. А Аня осталась в связи с тем, что по правилам госпиталя остаться могла только сопровождающая женского пола. Да, в нашем госпитале есть такой нюанс, что на ночь могут оставаться только сопровождающие женщины. Вот так. В других госпиталях бывает по-другому, кстати. Да? Да. Ну, в платных-то наверняка там... Нет, в платных там вообще по-другому. Кстати, хотите ли вы услышать, как проходят роды в платных госпиталях? Если да, ставьте свой комментарий, и мы для этого... мы тогда поймем, что вам это тоже актуально, и мы запишем видео с нашими друзьями, которые рожают платно. Есть, какие-то такие, не знаю, стереотипы, не стереотипы. Есть идея о том, что в Аргентине все за естественное. Вообще, максимально. Тут за адекват, за доказательную медицину. И, в принципе, если женщина придет и скажет, что хочу кесарево, ничего страшного не случится, никто не будет говорить нет, ты должна, все остальное, ей, скорее всего, сделают кесарево. Опять же, я не могу точно говорить, я думаю, что есть и индивидуальный фактор, но я просто спросила свою переводчицу, что делать, вот если так. Показаний у меня по здоровью никаких не было, про то, что крупный плод мы не знали. Крупный плод является таким показанием. Она сказала, что нужно прийти, сказать, что капец, и тогда, да, в принципе, это реально. И в целом они и прекрасно понимают пользу естественных родов, но при этом всем никто не будет мучить женщин. Дальше по поводу вмешательств. Я не знаю точно, как происходит в российских роддомах. Я знаю только какие-то страшные истории из интернета про акушерское насилие. Вот. Но здесь вот меня осматривали, потом принесли все инструменты и мне задали вопрос. Согласна ли я, чтобы мне прокололи пузырь? Насколько я знаю, в России бывает по-разному. И не всегда женщину вообще об этом спрашивают. Просто хоп, и все уже. Мои подруги так было. Да? Да. Угу. Поэтому здесь уважительное отношение в том плане, что как минимум у женщины есть право выбирать.
что мы делаем и как мы делаем. Про окситоцин точно я не могу сказать. Но из тех историй, опять же, которые я слышала здесь, про местные роды, говорят, ну и мне говорили, что мы будем вводить очень по чуть-чуть, очень постепенно наращивая объем, чтобы это было максимально похоже на естественный сход. Переводчик на родах, ну, я считаю, что это большое благо, потому что, ну, самое ужасное будет, если тебе нужно принимать решение, все равно даже там при кесарево, хоть я и в сознании была, но сознание немножечко такое чуть спутанное, я вообще была в каком-то восторге от происходящего, вот, поэтому еще и понимать английскую речь, еще и здраво что-то ответить, могло мозгов не хватить у меня, например. И если это не ваш родной язык, то, мне кажется, переводчик на родах — это благо. Стоит рассказать про послеродовое. Что происходило там дальше, как вообще, в принципе, то, что 3 дня была, это мы уже поняли. Угу. Вот. Что было дальше? Августа положили в такую прозрачную кроватку на колесиках. Собственно, периодически я его кормила, меняла подгуз. Что еще? И находилась я... да, нужно сказать, что там где-то с утра начинается... Где-то с утра начинается вот это вот какая-то, не знаю, постоянный обход. Кто-то все время приходит. Кто-то пришел проверять мои швы, кто-то приходил смотреть Августа. Ну, то есть очень много врачей, они регулярно друг за другом приходят. Кто-то приходит, дает витаминки, кто-то приходит, дает что-то еще. В общем, это начинается, мне кажется, часов 6-7 утра и продолжается вот практически до, не знаю, мне кажется, часов 4-5. Вот. Потом в первый же день ко мне пришли, спросили, как себя чувствую, сказали, что там нужно идти в неонатологию с Августом. Ну, то есть это обычные стандартные осмотры, взвесить, посмотреть, что там как, желтушка, не желтушка, вот это вот вся история. И что мне было удивительно, ну, во-первых, после кесарева очень не просто вставать, ходить, это такой еще отдельный челлендж, так скажем. Так вот, видя, что мне не просто, эти прекрасные, я не знаю, кто это, врач, наверное, врач, это прекрасная молодая женщина говорит, давай я покачу. То есть смысл какой? Не берешь ребенка и идешь с ним куда-то, там неизвестно куда. А неонатологи были в соседнем крыле. А врач берет вот эту вот кроватку на колесиках с ребенком и везет. А я просто иду рядом следом. Таким образом. Также приходили в роддоме и консультанты по грудному вскармливанию и показывали, объясняли. Я, конечно, что-то не понимала, но что-то понимала. Вот. Вроде у нас с этим проблем нет. Все хорошо. Что мне очень понравилось в госпитале, я слышала разные отзывы, что мне очень понравилось, то, что хорошо кормили. Это невероятно важно, потому что есть хочется очень, но мне хотелось очень есть. И кормили хорошо, сейчас будут фотки, да, смотрите. Курица, мясо, немножко сладенького, в общем, в целом было прям классно. Хотелось, знаете, что кисломолочки будут, йогурт хотелось, это я помню. Но ты мне когда принес, я что-то как-то была в запарах, когда я смогла его съесть, уже ты пришел. Да, в госпитале после, собственно, можно, в нашем госпитале действует такое правило, что можно было посещать один посетитель к одной роженице, к одному ребенку с 3 до 5 часов, то есть на 2 часа. Вот, можно было, и приходили ко всем, вроде как ты ко мне приходил. Я не к тебе. Августу? Я к Августу приходил. Ночное время проводим. Ну, тоже, да. Отношения сотрудников. Про безопасность. Интересный момент. Помнишь, ты рассказывал про то, что тебя не выпускали из окна? Да, это было в первый день. Помнишь, ты пришел уже и стояла, там такая дверь и крыло, где послеродовые палаты. И у этой двери стеклянные окошки сверху. И я тебя вижу, у меня в руках ребенок. Я такая, но еще рано, там, без 5-3. Да. Я такая, туда. А мне такие, нет. Я такая, в смысле, это я, мой ребенок, вот папа пришел. Нет. В связи с тем, что в стране был период, когда похищали детей, людей. В общем, они очень большое внимание уделяют безопасности. У меня была бирка на руке, браслет. У Августа был браслет.
на ноге, который сваливался. В общем, безопасности уделяется огромное внимание, и ребенка просто так из крыла вообще не вынести никаким образом. Потому что это аргентинец, они его оберегают, как минимум. Так. А в какие-то другие, когда мне нужно было там гинекологическое отделение или если к неонатологам, то в сопровождении сотрудников я могла выходить. Ну, как бы и всех так. А детские скрининги и прививки, что скажешь? Ну, сразу же, когда август появился, вот когда мы ходили к неонатологам, его осматривали, мы делали вот этот пяточковый тест, который делают обязательно в России на сложные всякие генетические аномалии. При все прививки тоже мы поставили сразу же. Здесь календарь прививок даже более расширенный, чем в России, что очень хорошо. Ну и состояние палат. Как тебе вообще палата местная? Ну, мне показалось нормально. Ну, дородовая вообще прикольная была, хоть она и похожа на склад. Значит, все-таки кисловая. Нет. А послеродовая, это, ну, надо понимать, да, это бокс на 4 человека, но посерединке, получается, там санузел, душ, туалет, умыться, каждый, ну, там, и 2 части, в каждой части по 2 кровати. Вполне себе нормально, но есть нюансы. Конкретно в нашем госпитале в какой-то момент стало капец как жарко. И вообще, вот эта вот история про то, что свежий воздух, прохлада. Короче, здесь об этом не слышали. Если детей кутают в 33 одежки, я там ходила, не знаю, то ли на адреналине, то ли на чем, в легком летнем платье. Ко мне приходили, ну это были не врачей вопросов не было. Приходили какие-то а-ля практиканты, они мерили температуру Августу, говорили, что ребенок мерзнет, а он был, ну, как бы уже в бодике, и, конечно, там была жара под 40, был уже в бодике, еще и укрыт одеялком, и они говорили, он мерзнет, надо его еще укутать, и вообще почему он не укутан. В общем, страшное дело, жара, вот. И было очень трудно, ну, что-то открыть. Во сколько это нам все обошлось? Конкретно госпиталю мы не заплатили ничего. Почему не заплатили? Нет, мы заплатили точки. Мы угостили врачей из разных отделений, ну, клиник Закитовчики на выписку. Мы заплатили наши переводчицы свою тарифу. И, собственно, все. Но до родов мы несколько раз ходили на УЗИ, это в частной клинике, потому что было комфортнее. Суммарно это вышло, ну сколько там, 2 раза по примерно 1000 рублей, и еще 1 раз мы на ЭКГ ходили. Ну там не помню, ну, короче, примерно 3000 рублей до родов, сами роды, ничего. У нас еще есть рубрика «Вопросы». Нужно ли брать что-то с собой на роды или все там дадут? Ага, нужно ли брать что-то с собой на роды? Наверное, это спрашивают те, кто собирает прозрачные 3 сумки в России. Да, я знаю то, что в России в роддом пускают с прозрачными пластиковыми сумками, они продаются везде, в Ваутеле и так далее. В общем, здесь этого нет. С собой надо вещи некоторые брать. Мы дадим ссылку на то, что просят взять с собой мой госпиталь в описании. Там нет ничего такого запредельного, да, они просят взять с собой подгузников на первые 3 дня какого-то маленького размера, масло алео калькалео. Да, это они просили? Это госпитали просят взять с собой плату. Масло алео калькалео для ухода за... Как это назвать-то красиво? За попой. За попой, да. Вот. Младенчика. Ну и какие-то там еще элементарные вещи, ну, тапочки резиновые, там, не знаю, в чем ты будешь ходить в эти дни в госпитале. Халат я брала с собой. Вот. У меня была пара, там, а-ля, кто-то выходит на службу, у меня были такие летние легкие платья. Что еще там? У меня была с собой заначка в виде еды, потому что я боялась, что еды не будет. Но этой еды не очень хотелось, там были такие орешки солененькие. Что-то еще. В общем, список смотрите в описании, это будет пост Инстаграм госпиталя, не удивляйтесь, да. Здесь нормально, что медицинское учреждение ведет социальные сети, и там выкладывает всякую болезнятину. Вот я когда спросила своего доктора, а что брать с собой на роды, что готовить-то,
они говорят: так посмотри в Инстаграме. Классно. Все, мне дали ссылку. Я зашла, все нашла, и вот это основной список там. Самое необходимое. В итоге в госпиталь мы пришли налегке с папочкой, с документами и чем-то самым простым, там, типа тапочек, а потом ты сходил за вещами и принес мне уже чемоданчик на колесиках, в котором было все. И вещи для ребенка, ну, кстати, да, стандартные вещи для ребенка на первые дни, там, какие-то бодики, распашонки, вот буквально там на первые 3 дня, что хватило. Как тебе оснащенность госпиталя в целом? Ну и вообще, в принципе, как все там? Ну, мне трудно сказать. Ну, то, что я точно понимаю, да? Конкретно в моем госпитале это бесплатный госпиталь. Мне кажется, у них какие-то проблемы с аппаратом УЗИ, потому что в самом госпитале я ни разу на УЗИ не попала. Для сравнения, в женскую консультацию, где я наблюдалась в Екатеринбурге, мне почти каждый визит, мне давали направление на УЗИ, на стандартный мониторинг, и делали его буквально там 3 кабинета всегда работали, и можно было в них попасть. Вот такой вот вариант. Поэтому, мне кажется, у них там не очень хорошо с аппаратами УЗИ. КТГ опять же делали. Ну, КТГ, насколько помню, вот, то прикатывали, то укатывали. Ну, опять же, зачем, чтобы оно все время стояло в одном месте? И зачем, чтобы я за ним бегала, за этим КТГ? Ну, да. Прикатывают и укатывают. Нет, я в плане того, что оно одно, видимо, на отделение тоже. Ну, может, и одно, ну, не знаю. Может, там что какое-то катали. Но не суть. Суть в том, что у меня вопросов технически мне лично больше ничего не надо было. Если вы посмотрите, вспомните, отмотайте обратно на видео с оснащением родовой до родовой палаты, вы увидите, что там есть и мячик, и гамак какой-то, и какие-то там скамеечки. Собственно, само родильное вот это кресло, кровать. Кровать, на которой я спала после родовой, она поднималась, опускалась. Мне кажется, вполне этого достаточно для обычных каких-то родов. Ну, как бы в медицинской технике я не разбираюсь. Вот. Точно то, что УЗИ нам перед родами, перед самыми родами не делали, да. И рекомендовали все УЗИ на протяжении ведения беременности делать не в госпитале. Ну, чтобы это было быстрее просто. Да. Знаю, что кто-то интересуется именно родами в воду. Насколько я знаю, в Буэнос-Айресе есть такие клиники, минимум одна есть. Но это не мой госпиталь, сори. Но... Вопрос следующий. Может ли мужчина присутствовать на родах? Ну, если вы смотрели наше предыдущее видео, если вы смотрели это видео, понимаете, что... Если не смотрели, идите посмотрите. Да, посмотрите. Да, мужчина может присутствовать на родах. В ситуации даже с кесаревым сечением он может тоже присутствовать, но в нашем случае мы выбирали, потому что обычно сопровождающий только один. На естественных родах могут присутствовать и муж, и переводчик. Да, но здесь еще один такой момент, то, что мужчине сложнее объяснить, почему он не присутствует на родах, чем присутствует на них. Да, здесь на самом деле это очень, включенность мужчин в воспитание очень высокая. И врачи это тоже поддерживают и приветствуют. Допустим, мы очень часто в выходные видим, как именно отцы гуляют с детьми, какие-то мужские тусовки и куча детей вокруг них. Вот, первое время кто-то нам из знакомых рассказывал, что они думали, что это что, семья такая, чисто из мужчин состоящая. Нет, это просто вот друзья, отцы с детьми тусуются, это нормально здесь. И одна из, наверное, причин, я только гипотезы строю, именно потому что мужчина включен на весь процесс, на родах часто присутствует. И да, врачам, иногда врач может спросить: а где ваш муж? А почему вы здесь нет? И только услышав, как он со старшим, ну ладно, это как-то еще более-менее уважительная причина. Вот. Поэтому, да, кстати, а вы бы хотели, чтобы у вас муж присутствовал на родах? Да и вообще, мужики, как считаете? Имеет ли это смысл присутствовать мужчине на родах? Мне, например, пишите в комментариях вообще. Да, пишите в комментариях, мы почитаем, все ответим, очень интересно. Мне, например, было очень здорово, что ты со мной был весь этот день. Да, не до финала, не до операции, но тем не менее. И классно, что ты мне крестец разминал, а потому что Август не один поехал в нейротологию, а с тобой. Ну, это был на самом деле очень такой волнительный момент.
Особенно, когда его притащили, когда принесли Августа, я поверил всем голливудским фильмам по поводу того, что там у них рождаются двухмесячные дети. Просто вообще. Следующий вопрос. Дают ли после родов подарки в госпитале? Одежда, там, детские костюмы, там, вот, подгузники? Нам не давали. Я слышала истории из нашего госпиталя, что кому-то дарили что-то. Нам, не знаю, не повезло, нам кончились подарки или что какая-то другая история. Нам не давали, собственно, мы особо не нуждались в подарках. Ну, по-разному, я так понимаю, бывает. Кстати, про подарки и про такие бонусы. Вы уже нам сделали подарок, свой ценный лайк и подписались на нас? Если нет, то самое время сейчас сделать это. Да, хороший момент. Да, а сейчас вам покажем наш госпиталь. Смотрите. Та-дам! Та-дам! Вот он. Госпиталь Аргирич в честь доктора Космо Аргирича. Ссылочку в него на испанскую Википедию тоже оставим. Ну, а на этом все. Оставляем вас с танцами.